Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии, подписки. Спасибо вам. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было и чего бы то ни было, расклад общий, в том числе и от результатов этого расклада. Нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться, баловать себя, холить, лелеять, радовать себя. Вы и только вы творец своего счастья. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если сейчас сигнификация ваша срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. А тема расклада звучит так. Что говорят о тебе друзья и недруги. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? В предвкушении перехода на новый уровень, где вас ждет счастье, да? Ждете почему-то такие, не почему-то, а логично, да, что у вас ожидания, что будет все лучше, чем было, чем есть. Предвкушение. Ух ты. Ага, интересно уже. Райская птица, красивая женщина. Женщина-муза, как я говорю по этой карте. Очень харизматичная, энергетически наполненная, сама по себе веселая, общительная. Рядом с вами хочется быть, вкусная энергетика. Рядом с вами наполняются люди, вампирчики к вам могут часто присоединяться, да, взять от вас желание чего-либо. У мужчин это часто, знаете, как может проигрываться со стороны мужчин, да, они западают на вас, залипают, так как вы олицетворяете для них вот такую райскую птичку, красивую девочка, знаете, архетип где-то, ну, ухоженная любовница, женщина-праздник, вот, рядом с которой весело, классно, уютно, с такой женщиной в обществе где-то появиться не зазорно, да, восхищенные взгляды мужчины на вас бросают. Тут, если рядом с вами мужчина находится, то он плечи распрямил, он чувствует себя альфа-самцом, такая женщина ему досталась. Да? Один только нюанс, что вы сами по себе такая, и как будто вы знаете, мужчине не всегда нужно прикладывать усилия, скажем так, или минимальные усилия для того, чтобы вы улыбались, вы щебетали, цвели и пахли. Вы сами по себе такая, вот в чем дело. И эту энергию вы на него, на других распространяете, обрушиваете, а он привыкает. Привыкает мужчина, знаете, пользоваться этим. То есть минимум в каких-то вложений, минимум прикладывает сил, энергии, а получает от вас вот эту улыбку, поддержку. Где-то вы цветете и пахнете, повторюсь, заряжаете этой энергией всех окружающих и мужчину подпитываете. Просто этот нюансик нужно учитывать, что возле таких женщин очень много мужчин, которые бессовестно пользуются, берут, а в ответ не спешат вкладываться, так как изначально они приходят на эту классную вкусную энергию и понимают, это есть, это здорово, зачем я буду от этого отказываться. Да, тут почему-то как женщина, которая подложили свинью. Эта карта у меня часто проигрывается, сейчас я это уточню, а тут эта карта у меня проигрывается как покровительство высших сил и в принципе женщина, которая может, не люблю это сочетание, иногда быть слишком доброй. Иногда нелепо звучит, да, доброта, как можно быть слишком доброй. Можно быть, девочки. Это там, где мы даем шансы повторно, 3-й раз, 4-й раз, там, где нам уже эту свинью подложили, да, а мы выводы вроде как и понимаем все, а по привычке, как бы, то ли нам трудно сказать нет, то ли не хотим боль причинить людям. Люди могут спокойно боль причинять нам, не задумываясь о том, что они творят, что они причиняют. А нам, в свою очередь, очень трудно
или не хотелось бы им боль причинять, да? Ну, вот тут так бывает. Вот тут как-то вот такие вот ситуации могут проигрываться. И тут карта как будто бы то ли вы попадаете из-за этого в какие-то сети. Ну, тут видите, паучок и сети сплетет. Ну, скажем так, мы все творим свою судьбу собственными поступками. Собственный характер, привычки, да, вот взаимосвязь идет. Вот тут вот может быть, девочки, ваше к кому-то доброе отношение, ваше, в свою очередь, поворачивается не очень добрым по факту отношением к самой себе, где вы выбираете, можете выбирать, ну, в общем, да, приоритеты закрывать, да, там приоритеты, какие-то желания людей, других людей, может быть, даже близких, но при этом свои какие-то желания, потребности, да, вот так отодвигаете подальше. Отсюда и, может быть, какие-то мечты, которые уже давным-давно уже созрели, уже даже это в планы что-то превращается, вы понимаете, я хочу этого. Это все может отодвигаться, так как тут на первое место может выходить в определенный момент желания, потребности, ну да, близких, понятно, людей, но от этого ваших все равно как будто бы мечты и планы, они ближе не становятся. Вот отсюда у многих вот этот заветный переход на новый уровень, с которым вы связываете, понятно, улучшение своей жизни, в первую очередь эмоциональное, тут счастье. Тут даже не сколько это материально пощупать, сколько ощущение счастья. И вместе с вот этим вот я могу это считать, вам бы очень хотелось раскрытия потенциала своего, какой-то гармонии. Хотелось бы в свою жизнь, в вашу жизнь, чтобы пришло, может быть, ощущение, вот наконец-то я занимаюсь тем самым. Я знаю, чем я хочу заниматься, или я надеюсь, что это то, что принесет мне действительно вот этот душевный покой, гармонию, ощущение реализованности. Вот тут вот почему-то мне так это считывается. Вот такая ваша сигнификация, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Что говорят о вас ваши друзья? Давайте посмотрим. Что говорят о вас ваши недруги? Что говорят друзья? Что говорят недруги? Что говорят друзья? Что говорят недруги о вас? Давайте возьму эротическую, да, хочется. Неотъемлемая часть нашей жизни, прекрасная, прелестная. И опять-таки, мы сами творцы своего счастья. Итак, что говорят о вас ваши друзья? Даже две возьму. Что говорят о вас ваши недруги? И что говорят о вас ваши друзья? Что говорят о вас ваши недруги? Иногда бывает ситуация, когда друзья могут такие едкие замечания какие-то отпускать, да? И мы уже закрываем глаза на что-то. А враги могут хвалебные оды петь, иногда даже искренне. Интересная бывает ситуация. Так, что говорят о вас ваши друзья, что говорят о вас ваши недруги. Начинаем. Итак, начнем с друзей, да? Хотя говорят, держи врагов возле себя, да? Я не всегда согласна с этим выражением. Если этих врагов держать возле себя, что за жизнь будет? Ну, ладно. У каждого свое видение. Итак, друзья, что... Ух ты, ё-моё! Это вы? Это ваши друзья говорят о вас, что это вы такой павлин токсичный? Сейчас будем рассматривать. Ну, я уже примерно понимаю, о чем речь. Наверное, больше о другом. Так, друзья.
Мгм. Так, о чем говорят ваши друзья? Так, друзья, а вас... Так, это вас они видят вот этим павлином? Нет, тупик. Нет, ну я так примерно и догадалась сразу, потому что эта карта вышла, ангел, она на вас выходила. Это скорее о том, что вы к себе приближаете. В вашем окружении такие люди. При этом, сейчас я уточню еще, да, давайте, это касается мужчин больше. Гляньте. Да, князь Павлин какой-то. Соответственное проявление, да? Да, эгоистичное. Вот смотрите, ваши друзья сразу же тут говорят о чем? О том, что в вашем окружении присутствует какой-то мужчина или присутствовал, да, давайте так. А по карте Павлин это они его видят таким самовлюбленным. Человек, который знает себе цену, себя на первый план выводит, ну вот так себя несет, да. Это, кстати, по карте князь может быть у кого-то даже ваш супруг, может быть избранник ваш, или в принципе вы какой-то такой типаж мужчин можете выбирать. Князь, ну я не говорю, что он не ресурсный, вполне возможно он ресурсный, или же у него такие амбиции, да, он хочет достичь там многого всего, или он себя так позиционирует, да, тоже так может быть. По карте князь это человек, который чего-то там достиг, к чему-то еще стремится, для него очень важно материальный какой-то тут статус, такое положение. Но почему-то ваши друзья говорят о том, что отношения с таким человеком или с такими, ну вот, мужчинами для вас очень токсичны. Проявляются эти мужчины в вашу сторону токсично. Как конкретно я спросила? Высшее я, эгоизм. То есть они где-то вас пытаются подмять, затмить во всех смыслах, да? Вы там муза, птица красивая, яркая. Женщина, для которой очень важно для такой женщины быть в социуме, блистать, быть реализованной. Вообще ничего не имею против домохозяек. Вообще прекрасно и замечательно, если девочек это устраивает. Вообще ничего не имею против. Но для вас по этим картам мне показано, что для вас этого мало. Мало в 4 стенах находиться, мало быть в каком-то ограниченном таком мире. Вам очень важно выходить в свет, вам очень важно где-то, опять-таки, выгуливать эти какие-то там платьюшка, может быть, бижутерию, встречаться с подругами, делиться вот даже этой энергетикой вашей, подпитывать других людей даже. Ну, благо, это должны быть не токсичные и не вампиры какие-то, а желательно, чтобы был здоровый вот этот энергообмен. Для вас это все важно. Вас в 4 стенах закрой, вы захереете, зачахнете и вообще впадете в тяжелейшую депрессию. А тут по высшему я, они почему-то говорят, что рядом с вами вот такой мужчина может быть тираничный, деспотичный, может мужчина, который ставит свои потребности себя любимого, по их мнению, на первое место. Для вас это вот общение с таким человеком в общей сложности, они говорят, это как красивый цветок, очень красивый, постоянно поливают вот отравой, ядом, видите, яд. Общение с таким, как будто бы он вас пытается подмять, ну уж не знаю, как вам сказать, где-то, ну вы растворяетесь в этом мужчине, чуть ли не сознательно, чуть ли не осознанно это все происходит, чуть ли не с вашего молчаливого согласия, вот тут такое, вот они его видят очень эгоистичным и токсичным, ну, что вышло, то вышло. При этом у вас какое-то сохраняется к нему ангельское терпение, или в принципе к каким-то таким мужчинам. Вы очень добры, вы толерантны, да, может быть, даже в розовых очочках находитесь, не замечаете каких-то или не хотите замечать проявлений. Вот ваши друзья сразу же с порога говорят, других мужчин нужно выбирать, тех, которые, может быть, ее поддерживали, рядом с которыми бы она блистала, не затмевали ее, может быть, они бы соглашались на то, чтобы она там была, ну, чуть ли не на первых ролях где-то вот так вот. Как будто вы как прима-балерина, да, такая, а вас пытаются, ну, вас пытаются как будто бы где-то
хотел сказать, в черном теле держать. Нет, в какие-то рамки, границы куда-то так пододвинуть, а блистать самому, как самоутверждаются даже за ваш счет. Вот почему там не так показано. Но это ваши друзья такое говорят о вас. Так, еще, кстати, могут говорить о том, что вот этот вот мужчина или эти мужчины, они как будто бы особо понятно, с вашими друзьями тут не намерены сотрудничать, может в контрах находятся, может быть тут даже способствуют тому, чтобы у вас каким-то образом новые друзья появлялись. Вы понимаете, с этими друзьями, которые с вами, может быть, там долгие годы, у вас как нить прерывается, да, общение. Может быть, интересы расходятся. Но это понятно с возрастом, там у кого-то, со временем у многих происходит там. Но тут вот такая какая-то взаимосвязь. Эти ваши избранники, они как будто бы не в восторге от ваших друзей. Тут тоже такое может прослеживаться. Оно-то и понятно. Если они вас напрягают, соответственно, это все считывается. В принципе, могут говорить о вас, что у вас сейчас новые друзья, новая волна какая-то, может быть, в жизни, новая, по шуту. И тут рядом карта собака, то есть вы находите новых друзей даже, вот так можно это считать. Это может связано с вашим каким-то творчеством, у кого-то хобби новое, чем-то занялись. Это такое что-то, то, что именно творчески вас раскрывает. И вас они характеризуют как очень творческую, яркую личность. Человека, опять-таки, которому не нужны никакие там ограничения, противопоказаны даже какие-то там эти ограничения. Кстати, могут говорить о том, что вот тут вот, смотрите, азартный риск, и тут карта дальше, 5 воздуха. И вот тут дальше карта, говорящая о том, что в принципе могут говорить о том, что у вас в вашей жизни вот череда каких-то, тут давайте так, я не буду говорить разочарования в любовной сфере, но тут прям как будто бы любовные истории, которые для вас заканчивались разочарованием. 5 воздуха это предательство, 5 воздуха это манипуляция. Вот еще тут карта марионетка. Мужчины, которые пытались вами манипулировать. Мужчины, которые тут кто-то, повторюсь еще, сделал вам очень больно, а в свое время, потом после этого, как причинил боль, еще и нуждался в вашей поддержке. Вот тут такое может проиграться. И азартный риск, это характеристика на вас. И тут, видите, девушка сидит вот в роли этой, я не знаю, как это, ну, как мишень, да, вокруг нее вот этот, боже мой, кто же он? Я не знаю. Ну, в цирке, да, выступают такие, с такими этими номерами. Вот артист, этот, назовем его артистом, да, условно, бросает эти ножи в мишень. И посередине сидит девушка. У нее завязанные глаза. Она даже не видит, как летят в нее эти ножи. Но она в зоне риска. Этот азартный риск. Она же сама сюда села. Ее никто не затащил насильно. Понимаете? Это как характеристика вас где-то. Девчонки могут, там, девчонки, друзья ваши. Может быть, друзья ваши, обязательно девочки, да, может быть, мужчины. Говорят, а у нее вот это есть желание выбирать каких-то стрёмных мужчин, может быть, или в принципе партнеров по жизни, да, давайте так. И потом вот в этом каком-то находиться состоянии таком, и при этом тут закрытые глаза. Вы даже не знаете, к чему оно идет, к чему ведет ситуация. Как будто бы наобум вот так вот можете. Это может характеризовать вас человек как влюбилась, все, как жена декабриста. Пойду за ним босая по снегу. Вот если люблю, то готова на все. Вот тут отчасти вот так может проиграться. Хорошо, давайте. У кого-то могут говорить о том, что вы, допустим, могли осознанно выбирать мужчин, которые, ну, давали вам теоретически, да, может, кто-то практически материальную заботу, да, тут вот вы женщина, которая тут даже нуждается по вот этой карте. Вот если вы присмотритесь, она очень красивая такая карта. Смотрите, ухоженная женщина, роскошная просто, в чулочках, ажурных сеточку, в каком-то белье, тут тоже таком кружевном. А вокруг нее тут тоже какая-то изысканная обстановка, плетеная мебель, цветы, да, в общем, тут что-то ажурное, опять-таки,
ажур-тужур, да, еще и, ну, в общем, женщина мечта, женщина-сказка. И где-то архетип любовницы, повторюсь, очень ухоженная. Женщина, которая себя любит, балует, умеет подчеркнуть свои какие-то достоинства, при этом очень сексуальная и привлекательная. Вот это вот сквозит. И как будто бы женщина транслирует: мне нужны подарки, мне нужно любить, баловать себя, холить, лелеять. Другое дело, вот как будто бы вы это транслируете, да, но и мужчина какой-то может приходить в вашу жизнь, и как будто бы, ну, как не то, что там обещание, негласно вы можете соглашаться. Вроде бы он пытается там ухаживать за вами, да, вроде все налаживается, но карта марионетка. Где-то вот ваши друзья, и друзья в данном случае, говорят о том, что все начинается вроде бы и неплохо, но потом этот мужчина, он как будто бы где-то вас подавляет, марионетка. Вы становитесь как куколка его, он как дергает за ниточки, управляет вами. У кого-то все-таки вы в ожидании того, что мужчина будет вкладываться материально, вот заботиться о вас. Не факт, что вы, кстати, потом это совсем получаете. Может, потом вы на 2, на 3 работах работаете, хотя сказать, пашете, и сами себя и балуете. Вот тут такое. Это может быть очень короткий какой-то промежуток времени, мужчина материально вкладывается. Это изначально лакомый кусочек для очень многих токсичных павлинчиков. Понятно, что такие павлинчики, они не ищут каких-то, ну, не знаю, все женщины красавицы, понятно, но есть женщины, которые абсолютно в себя материально не вкладываются, не заботятся о себе. Вот им такие неинтересны. Не, им надо ухоженные, им надо те, которые женщины за собой следят, которые интересны, вкусны для других мужчин. Ладно, не увлекаемся. Что тут дальше? Вас характеризуют, тут еще как будто о вас могут говорить. Ваша карта невиновная и влюбленная. Но опять-таки, почему-то говорят, что вы повторяете, можете повторять, знаете, одни и те же, не буду говорить ошибки, но вот какие-то такие у вас поступки. Вот невиновные, тут 2 черных лебедей терзают белого. Это как попадаете в какие-то ситуации. Вот. Эти ситуации, вот, как это бегущая по граблям. Может быть, это связано все-таки влюбленные, тут больше как с мужчинами, да, про какой-то не очень удачный выбор. Даже если это мужчины внешне будут абсолютно разные, то почему-то тут так как-то подчеркивают они, что при взаимодействии с вами через какое-то время они могут становиться или проявлять себя вот так вот как-то токсичненько. И по карте марионетка попытки вас подавить, где-то управлять вами. Вот так вот. Так, влюбленная. Хорошо, характеристика на вас по влюбленным: страстная, красивая, яркая, по влюбленным где-то влюбчивая. Ну, рядом марионетка все-таки. Женщина, которая растворяется в этой любви, для нее любить равно дышать. Женщина, которая, если влюбляется, вот неизменно себя отодвигает в сторону. Это как будто бы на пьедестал вы автоматом мужчину ставите. Тут где-то какие-то родовые программки у кого-то могут быть, да. Бабушка дедушку боготворила, там тоже в первую очередь его потребности закрывались глаза на его какие-то не очень красивые поступки, назовем это так. Мама то же самое. И вот это вот может передаваться. У кого-то так, у кого-то это настолько боязнь потерять мужчину. Но это не как-то вот разговор о том, что вы сами по себе классная, яркая, добрая, ухоженная, творческая. Женщина, которая... Тут у вас из коммуникации все замечательно. Вы обретаете новых друзей.
И по этим картам, то, что я уже говорила, может и несколько у вас и профессий быть. Вы с голоду не пропадете точно. Как будто бы они вот в мелких каких-то даже там деталях, вот так если пазл сложить из мелких этих деталей. Женщина, которая вообще не пропадет и будет интересна всегда и всем. И не только мужчинам, тут и женщинам, тут и новых, даже если старые друзья отойдут в сторону, некрасиво скажу, старые друзья, ну вы поняли, да? Друзья, которые с нами длительное время уже находятся. Вы новых найдете, у вас новые хобби, увлечения, то есть сама по себе очень яркая личность. И внешний, и интеллект, все. И они как будто бы недоумевают, зачем, как будто бы то ли, ну вот, растворяться в каких-то мужчинах, зачем отодвигать себя, ну, вот, ну, как будто в приоритете у вас вот мужчина и мужские какие-то там потребности закрыть. Девочки, вот так сегодня вот они разговаривают, так мне рассказывают. При этом, опять-таки, вот если тут дальше были карты какие-то, знаете, такие, говорящие о том, что вы там, да, вы проходите уроки, ухушите уроки, и вы там потом неизменно выбираете себя, вот уже, да, вы тут опытная, а они говорят о том, что как будто бы, может быть, поговорите, вы-то все понимаете, да, по полочкам разложить, но когда доходит до дела, может быть, там какого-то, ну, поклонник, ну, это не поклонник, это уже люди, мужчины, которых вы близко к себе подпускаете. Тут даже родные как-то могут в отношении вас пытаться очень некрасиво вами манипулировать. И тут вы позволяете этим людям так себя вести. Тут как будто бы с вашего молчаливого соглашения люди, вот тут вот по карте невиновные, вас могут, близкие даже люди, вот в отношении вас очень некрасиво себя вести. Вот так вот. Это как закономерность уже какая-то. И ваши друзья говорят вот о том, что вы где-то теряете себя. Вот так. Ну, давайте дальше не буду эту тему развивать. Они говорят о том, что тут карта гроб, карта аисты и карта Эрос. И в конце карта сердца. Из-за вашего сердца, они говорят, она любит, она умеет любить, она умеет и может жертвовать собой ради других. Это может касаться близких, карта аисты, это дети, семья. Это может касаться любовной сферы, карта Эрос. То есть они все прекрасно понимают. Ваши друзья, они говорят, что эта женщина, она, ну, иногда, давайте так скажу, иногда жертвит. А этого не нужно делать, по их мнению. Ваша жизнь, им кажется, складывалась бы намного, ну, назовем это счастливее, да, гармоничней, спокойней, если бы вы себя на первое место ставили. Вот, давайте так. Это друзья ваши. Так, недруги. Что говорят о вас недруги? Ух ты, а ваши недруги, ваша сигнификация, смотрите, повторяется. Говорят о том, что вы очень привлекательна, яркая, харизматичная. Это же женщина-муза, то, о чем я говорила. Привлекаете это же внимание. Руки у вас не опускаются. Но я опять-таки рядом карта вот сети. Будто бы лакомый кусочек. Вас с удовольствием в сети кто-то затянет. Сейчас будем считывать, о чем это. Финансы, ваша карта, карма, коллектив. О чем это? На прямых, девочки, работаем. Так, ваши недруги о чем говорят?
Сейчас, девочки, доложу, чтобы уже картинка как-то сложилась. Так. Ну, давайте так. Внешне привлекательно, повторюсь, ярко, для мужчин очень привлекательно. Тут вот они говорят. Многие, кстати, если не другие, это женщины, они там на вас смотрят, где-то разглядывают вас, могут у вас какие-то там подмечать нюансики. Может, в вашем умении подбирать элементы вот гардероба, да, где-то компоновать это все, как-то себя вот, как это сказать, преподносить, да, ну, умение себя преподнести, умение как быть вот такой вот именно. Вот они где-то вот подмечают, кто-то, может быть, ваши какие-то даже манеры, может там умение коммуницировать, выстраивать эти коммуникации как-то. Вот это все они подмечают, вот это отмечают. При этом следующие карты, ангел и демон, они понимают, что с одной стороны вы можете быть, вот тут карта ребенок, где-то они говорят, вы наивны, вы попадаете в эти сети, может, уже не в первый раз. Сети расставлены там какими-то людьми, которые, может, вас заинтересованы материально, может, хотят с вами, в принципе, коммуницировать, да, как-то вести какие-то дела, но при этом они хотят, ну, вас тут условно использовать, да, так как тут паук и муха, жертва, и при этом вы проходите как ребенок. Вы можете подпускать к себе таких людей, вот ваши враги могут говорить о том, что неизменно вы подпускаете к себе таких людей в какие-то сети, как попадаете. А при этом они говорят о том, что и вы не совсем белая, пушистая, ангел и демон, можете быть разные. То есть, ну, в этом даже тут какой-то нюанс, это и как интерес такое может срабатывать. Опять-таки, финансово тут как будто бы опять-таки, тут карта крысы, могут люди обещать вам что-то, а, ну, финансово это могут быть какие-то договора, какие-то условно бизнес-проекты, да, может быть работа, место работы. Обещают одно по финансам, вы потом начинаете сотрудничать, это оборачивается совершенно другим чем-то. И для вас это, ну, скажем так, не в бонус, если вам обещают там зарплата там 5 миллионов чего-то, да, то вы по факту начинаете какой-то проект, к чему-то уже более-менее подходите, и там никакие не 5 миллионов, а там хотя бы 1 миллион был. А затрачено ваших усилий, труда очень много. Как будто бы подлость предательства. И вот в эти вот какие-то сети могут ваши недруги говорить, что вы попадаете туда. Отчасти из-за вашего наивности, доверчивости, вот такой вот. Так, могут еще рассказывать, если какой-то высшее я, тут опять и карта мужчина, и победа, и карта карма. Это опять-таки как-то касается того, что выбор мужчин у вас. Тоже ваши недруги об этом говорят. Мужчины, которые больше не созидают, а разрушают. И по высшему я все-таки это как будто бы на первое место себя они ставят. Вот это об этом говорят. Так, еще тут история почему-то о каком-то коллективе вашем, ну, в котором то ли вы находились, то ли находитесь, в котором насчет вас очень много сплетен. И тут так интересно, если вы какое-то время старались, вот по этой карте, тут все-таки эротическая, но я это считаю так, вы хотели, может быть, влиться в этот коллектив, стать частью этого коллектива, пытались где-то, может быть, интересоваться вот этими какими-то процессами, которые в нем происходят, стать, ну, сопоставляющей частью, неотъемлемой частью этого коллектива, проявляли вот эту инициативу, то потом такое ощущение, как будто бы вам это все надоело, то ли вы пошли своей дорогой, своим путем, то ли это все транслируете, говорите, не хочу, все равно я не буду хороша, как бы я ни старалась. Тут и ситуация выходит уже из-под контроля, вы переросли этих людей, этот коллектив, эту ситуацию, как будто бы
Вам пора идти дальше, расти, вы выросли уже по факту, вы совершенно другая. И опять вокруг этого тут карта метла сплетни, тут карта метла из другой колоды. Вокруг вас очень много сплетен. Вы опять-таки вот инородное тело какое-то, то ли в этом коллективе были, но при этом к вам очень много внимания привлечено. То есть вы не пустышка, ну, о каком-то пустом месте о нем и говорить не будут. А тут как будто бы о вас говорят и говорят. Где-то, может быть, вы там чего-то пытаетесь достичь, достигаете, к чему-то стремитесь. И это опять-таки каким-то образом идет в разрез вот того, что там, ну, не знаю, там в этом коллективе они видят, планируют, какие-то у них, может быть, увлечения, но это их дело. Просто говорят ваши недруги о том, что очень много сплетен, где бы вы ни находились, о вас могут разговаривать. Так, при этом так интересно, тут как будто бы, да, тут показана карта смерть, башня. Для вас, и башня тут в этой колоде это больше про стабильность. Тут как будто бы вы можете выбирать свой путь, свою дорогу. Это для вас тут происходит довольно-таки тяжело, тяжелая ноша. Даже если сейчас вы находитесь, так прочесть, в каком-то коллективе, совершенно другом уже, или ну даже в этом, смотрите тут о чем. Тут история о том, что ваши недруги могут говорить, что для вас это не совсем ваша ниша, не совсем ваша тут даже эмоциональное окружение. Все равно как будто бы это все таит в себе какую-то опасность. Ну, опасность не в прямом смысле, что там вам на голову кирпич упадет. Ну, как будто бы вы не можете в полной мере тут не то, что там себя реализовать, раскрыться, вот даже в этом плане. И открыться даже людям. Тут как бумеранг, ждете в любой момент, что вам прилетит. Плюс желание людей, окружающих, может быть, из этого коллектива, из этого социума, марионетка, вами управлять. Вы как будто бы на какое-то время на это, может быть, закрываете глаза, может быть, тянете эту тяжелую ношу, но это все равно не ваше. Вот почему-то об этом говорят. Другими словами, вы уже выросли, переросли, вам пора идти дальше. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.